Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэйхёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментах между Тэйхёном и Чингуком. 10 место. Ласковый, нежный жест Тэйхёна. Даже в присутствии сотни людей, журналистов и камер Тэйхён не удержался от прикосновений. Репортер. Прошло много времени с тех пор, как мы последний раз видели вас вместе. Чингук. Репортер. Я сказал, что прошло уже много времени с тех пор, как мы видели ваши совместные моменты. И Тэйхён гладит своего зайку по голове. Это было неким подтверждением от Тэйхёна, что все у них как надо, все по-прежнему, и нам не стоит об этом беспокоиться. Чувство комфорта, легкости и непринужденности, которые исходят от них, говорят, что уже давно отпала нужда в доказательствах и объяснениях очевидного. Ребята, я хочу вам сообщить, что на моем канале на Бусти вышел новый обзор на тему Тэйхён ревнует Чингука, разговоры, которые расстраивают Тэйхёна. Ссылка на канал на Бусти будет в описании к видео и в первом закрепленном комментарии. 9 место. Где мой милый? Когда Тэйхён приехал в аэропорт и вышел из машины, то сразу стал искать глазами Чингука, прежде чем спросить своего менеджера, приехал ли Чингук. Тэйхён спрашивает: Чингук уже приехал, менеджер? Да, он только что прибыл. Но не могут они друг без друга. Чингук, когда приехал, наверное, тоже задал подобный вопрос. Почему-то многих расстроило, что ребята приехали в аэропорт на разных машинах, но мне кажется, что здесь нет ничего страшного. Если что, у них у каждого есть свой дом, и это нормально, что они приехали на разных машинах. Как минимум потому, что нужно было собрать вещи в поездку, а также, чтобы не было лишних вопросов. 8 место. Один показал, второй повторил. Мы все знаем, что тот человек, которому вы нравитесь, неосознанно повторяет ваши жесты, привычки, манеры поведения. Вот и тело Тэйхёна нам намекает на любовь. Чингук щелкнул пальцами, и Тэйхён увидел это боковым зрением и тоже щелкнул пальцами. Кажется, будто Тэйхён идет и думает о чем-то своем, но на самом деле он краем глаза поглядывает на Чингука. Он сосредоточен на нем, а с виду выглядит безучастным. Вот как бывает. 7 место. Бэтмен и ниндзя фотографируются. Тэйхён с Чингуком продолжают пополнять свой семейный архив. Дело хорошее и нужное. Тэйхён натянул свою шапочку Бэтмена и сделал целых 3 фото. Кажется, это уже настоящая фотосессия. Никто до сих пор не увидел этих фотографий. Значит, делаем вывод, что это не для чужих глаз, а для семейного альбома. Жаль, конечно, что нам не показали, но что поделаешь. Мы люди понимающие, не обижаемся. Может быть, потом когда-то нам что-нибудь покажут. 6 место. Совместные тренировки в Вигу. Те, кто говорит, что Чингук сейчас более близок с Чимином, а с Тэйхёном они отдалились друг от друга. Вы действительно ничего не замечаете?
Ребята оба прилетели в Корею, а потом вместе обратно улетели в США. Кто-то не верит, что они проводили время вместе в Корее. Но с чего вы взяли? Да, это точно неизвестно, но есть моменты, которые намекают на их совместное времяпровождение. Сначала фитнес-тренер и бодибилдер Ма Сон Хо публикуют фотографию с Чонгуком в своем инстаграм, где делится тем, что Чонгук усердно тренируется и выкладывается на полную. А затем, спустя короткое время, бодибилдер Чхве Ханджин делится постом в инстаграм о своей тренировке с Тэйхёном, где он также хвалит его за упорство. Все уже видят, что это один и тот же спортзал. Ребята, как мы помним, тут уже тренировались вместе. У нас есть фото, которое опубликовал в начале мая Чхве Ханджин. И только благодаря ему мы узнали, что ребята вместе тренируются. Также новые фотографии с нашими ребятами были опубликованы практически в один день. И я не удивлюсь, если кто-то потом выложит их совместные фотографии с тех тренировок. 5 место. Случайные касания рук вовсе не случайные. Кажется, что сама судьба с самого начала сводила наших любимых Вигу, когда мы могли наблюдать случайные прикосновения и знаки. Складывались обстоятельства таким образом, чтобы ребята смогли приглядеться друг к другу, задуматься и что-то почувствовать. Чонгук случайно касается руки Тэйхёна, которая лежит рядом, и его задумчивый вид сразу после этого. Чонгук кладет руку на перила, не зная, что там находится рука Тэйхёна, резко отстраняется и загадочно улыбается. Вигу – это пара, созданная на небесах. Им суждено было встретиться, им суждено было полюбить друг друга. 4 место. Ревнивый Тэйхён. Тэйхён такой милый, что даже ревнует своего любимого зайчика очень мило и наивно. Так забавно рассоединяет руки Намджуна и Чонгука. Правильно, что за длительный контакт? Непорядок. Тэйхён тот еще собственник, не хочет, чтобы кто-то прикасался к его любимому, даже если это лидер группы. 3 место. Вигу держит в страхе всех мемберов. Наши ребята только с виду кажутся мягкими и пушистыми, а на самом деле те еще хулиганы, могут вызвать страх. Решили запугать Хёна. Вы только посмотрите на них. Такой забавный момент. Хасок на 100 баллов отыграл. Такой испуганный милашка. А ребята какие актеры. С какой устрашающей ухмылкой посмотрели на Хобби. Таланты. Мы почти поверили. Обожаю их юмор. 2 место. Тэйхён все равно вернется к Чонгуку. Тэйхён хочет стоять только рядом с Чонгуком, обнимать и прикасаться только к Чонгуку. Хасок отправляет Чонгука, который стоит за Тэйхёном в конец ряда. А Тэйхён, закончив свою речь, оборачивается, пытаясь притянуть Чонгука к себе, а его нет. Обратите внимание, что он не в восторге от такой перестановки. Вырвался из объятий Хасока и быстро побежал к своему зайчику. Как отстраненно он позировал, когда стоял рядом с Юнги и Хасоком, и как крепко прижимался к Чонгуку, довольный и счастливый. 1 место. Чонгук украдкой любуется Тэйхёном.
Как же Чингуку повезло с Тэхёном, ему никогда не придется скучать. Тэхён летит на стуле, а Чонгук счастливо улыбается, глядя на него. Тэхён такой затейник, и сам развлечется, и других повеселит, и каждый день делает счастливым Чонгука. На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!